Всем привет! Одним из направлений моего собирательства в бонистике является тема самолетов, ну и авиации вообще на банкнотах. И сегодня я хотел бы рассказать о номинале банкноты Литвы, номиналом 10 литов, всех годов выпуска, коротко показать то, что есть у меня в альбоме, ну и рассказать о тех фактах, которые, как мне самому кажутся, достаточно интересными, касаемо этой банкноты и всей истории около нее. Итак, что у меня есть? Первое — это банкнота первого выпуска первой серии АА, соответственно, с ошибкой фамилии, в написании фамилии летчика Стасиса Гиреноса. Надеюсь, видно. Разместим ее как-то вот так, наверное. Дальше у нас идет исправленный вариант банкноты, последняя серия АФ. Уже фамилия написана правильно. Дальше у нас с вами идет 93-й год. Здесь никаких вариантов нет. 97-й. Пока раскладываю, сразу коротко отмечу, что меня интересует в рамках моей коллекции только обиходные банкноты. Я не занимаюсь замещенками, браками, образцами. То есть вот то, что было в обращении, в максимально возможном качестве того, что я могу себе позволить. Соответственно, 2001 год и 2007 год. Вот 6 банкнот, которые у меня в альбоме закрывают эту тему этого выпуска. Что здесь можно сразу отметить? Первое, это, конечно, знающие люди сразу скажут, что вариантов по первому выпуску есть несколько. Некоторые каталоги отмечают еще как минимум один, а то и два варианта. Я здесь покажу, приведу. Я эту позицию для себя закрывал достаточно давно. Вот у меня, соответственно, первый выпуск с ошибкой, второй с исправленной ошибкой. Остальные варианты, ну, честно говоря, вот вансы вживую я не видел, не держал в руках, поэтому какого-то своего мнения о них я составить не могу. Буду ли искать? Наверное, целенаправленно нет. Если попадется вдруг когда-нибудь, то, наверное, будет интересно рассмотреть. Вот. Второй момент, на который можно обратить внимание, это достаточно низкие номера, много нулей, да, вот в первых выпусках 91-93 года. Что здесь могу сказать? На тот момент, когда я покупал, это было достаточно давно, это не было какой-то значимой редкостью, ну, то есть достаточно часто встречались позиции первых выпусков с низкими номерами. Специально не гонялся, но, конечно, когда была такая возможность, вот брал такие, в кавычках, красивые номера, много нулей. Вот. Давайте перейдем чуть-чуть к истории, чему посвящена вообще банкнота, о чем идет речь. В двух словах расскажу. Понятно, что можно очень подробно освещать тему. В двух словах ситуация связана, позиция банкноты связана с тем, что в 1933 году американские летчики литовского происхождения Степанас Дариус и Стасис Гиренос планировали совершить и практически совершили, к сожалению, закончившийся трагически, перелет по маршруту Нью-Йорк-Каунас. Каунас, напомню, на тот момент был временной столицей Литвы. В середине 1932 года летчики купили самолет Беланка CH-300, который достаточно серьезно подготовили к трансатлантическому перелету. Для этого в том числе собирались добровольные взносы со стороны и пожертвования со стороны литовцев, проживающих на тот момент в США. Проводилась специальная рекламная кампания, посвященная этому перелету и так далее. Перелет преследовал несколько целей. Прежде всего, это такая национально-патриотическая, вторая — это коммерческая. Он был заявлен как почтовый перелет. Для этого в начале 1933 года были получены разрешения на перевозку почты через океан по воздуху от почтовых учреждений, от почты Литвы и, соответственно, США.
В мае 1933 года самолет получил собственное имя Литуаника. И, наконец, 15 июля 1933 года Литуаника, соответственно, в составе того экипажа, который перед вами представлен, вылетела из нью-йоркского аэропорта Флойд Беннет в сторону Атлантики по маршруту. Сутки полет протекал более-менее спокойно. У берегов Европы экипаж попал в грозу, но вполне благополучно ее миновал. 16 июля в 23:00 машина была уже замечена на территории Германии, а в 0 часов 36 минут 17 июля самолет, к сожалению, потерпел катастрофу, разбился, не долетев, опять же, на территории Пруссии, на территории Германии, в районе города Зольдена. На текущий момент это территория Польши. Таким образом, экипаж за 37 с небольшим часов преодолел более 6400 километров, не долетев до Каунаса всего около 600 километров, то есть около 10% от общего маршрута, продолжительности маршрута. Причина гибели самолета до сих пор остается достоверно неизвестной. На момент прилета, на момент ночи на 17 июля 1933 года на Каунасском аэродроме Литуанику ждала многотысячная толпа встречающих, и известие о катастрофе стало настоящей трагедией для всей Литвы. В итоге этот перелет, несмотря на то, что он закончился трагически, стал одним из самых значительных, знаменательных событий, произошедших в Литве в межвоенный период. Летчики стали национальными героями, и вот, собственно, им и их перелету в итоге был посвящен номинал национальной валюты, который выпускался в течение всего времени выпуска существования с литов, то есть с 90, написано 91, мы знаем, что выпущены фактически были в 93 году, первый банкнот с 93 по 2015 год, до того момента, как Литва перешла на евро. Можно еще дополнительно отметить, что письма сохранились в результате катастрофы, так как интересный факт, мешок с письмами из Дольдена был перевезен позднее в Каунас, и все они были помечены в центральном почтамте Литвы специальной печатью с фразой «Одолев Америку, погибли во славу Литвы». Вот такой интересный факт. Теперь, что касается дизайна банкнот, тех фактов, которые мне самому кажутся интересными. Что касается дизайна, я не люблю, понятно, что каждой банкноте соответствует официально пресс-релиз, официальное описание со стороны соответствующего центрального банка. Я не люблю и не собираюсь озвучивать, знаете, такие официальные описания, как основным изображением является такое-то, основным преобладающим цветом такой-то, подложечная сетка такая-то, выполнена таким-то способом и так далее. Нет, я хотел бы рассказать именно о тех моментах, которые касаются дизайна, которые мне самому кажутся интересными, надеюсь, и вас заинтересуют. Как известно, с выпуском первых литов возникли затруднения в Литве, когда они готовились, и основным моментом, который обсуждался, который перерабатывался, это была тема того, что центральный портрет персоналии, который размещается на банкноте, он должен находиться не в центре, а все проекты, которые готовили художники, они как раз предусматривали портреты, размещенные по центру. И в связи с этим, с переработкой дизайнов, в итоге младшие номиналы 1, 2, 5 литов, они были отложены для выпуска, и первыми были выпущены более старшие номиналы 10, 20, 50 и 100 литов. Вот. И что любопытно, в итоге единственный номинал, именно 10 литов, остался вот как раз с размещением портрета по центру. Хотя эксперты со стороны банка справедливо замечали, что банкноты обычно складываются пополам. Таким образом, линия сгиба всегда будет проходить по центральному портрету, который может стать неузнаваемым еще до того, как банкнота износится. Поэтому, собственно, целесообразно и желательно разместить портрет в правой части банкноты, оставив левую для водяного знака. Как видно,
10, в отношении позиции 10 литов это было исправлено только в 93 году, вторым выпуском. Что еще интересно, художник, который готовил проект, я покажу, вот здесь вот проекты этой банкноты. Художник Янайтис отмечал, что он был удивлен, когда, собственно, принтер, это US Banknote Corporation, принтер первого выпуска, фактически перенес его изображение, проект банкноты и реализовал его практически полностью, вот как он был в проекте, не переработав и не снабдив какими-то дополнительными признаками, которые должны быть характерны для защищенной продукции. То есть мы видим здесь у нас офсетом просто напечатана картина. Картина, да, она экспрессивная, она выразительная, но это все-таки больше такое обычное изображение, не очень характерное в таком исполнении для защищенной продукции. То же самое касается и лицевой стороны. У нас здесь с вами тоже только офсет, нет никакой металлографской печати, нет каких-то дополнительных моментов интересных. Есть микротекст вот здесь вот в углу на рамке. Не знаю, будет ли видно или нет. Наверное, нет таким образом. Но, в общем, небольшой кусок рамки, да, внешней стороны. Вот он использовал микротекст в качестве элемента защиты. В ультрафиолете есть небольшое свечение. Посмотрим ультрафиолет позже, вот, расскажу потом. Вот. И, соответственно, вообще первому выпуску Литвы сопутствовали большие скандалы. В рамках выпуска он оказался очень низкого качества, низкозащищенный. Возникали сложности, собственно, с комиссией, которая осуществляла заказ банкнот первого выпуска. Как мы знаем, высшие номиналы 500 и 1000 литов так и не были в итоге выпущены. Их вот относительно недавно, в каком там году, в 2017-м, Банк Литвы уже в качестве сувениров выпустил для коллекционеров. Ну, что тоже очень приятно, безусловно. Но вот на тот момент это, ну и вообще, да, видно по внешнему виду, что банкнота, собственно, и на банкноту это не очень похоже. Ходили они очень недолго, и уже были выпущены в обращении летом 93 года, а уже в 94 году последовал следующий выпуск, формально 93-го, который, как я уже сказал, был выпущен в 94 году. Это уже больше похоже на деньги в современном понимании этого слова. Да, здесь у нас тоже с вами есть металлографская печать, уже портреты летчики тоже с гравюры напечатаны, какие-то элементы на просвет, оборотная сторона переработана более качественно, но, да, что интересно, если сравнить, если первый выпуск номинала у нас критиковали и говорили, что здесь у нас Средиземное море высохло, то на втором варианте получается куда-то делась южная часть Европы, Италия, Греция и так далее. Понятно, да, что здесь как бы художник изображал волны, которые набегают на Европу, но внешне так четко очертаны границы, что тоже очень часто критиковалось, что границы южной части Европы сильно искажены, мягко говоря. Да, вот, что тоже впоследствии потребовало переработки со стороны заказчика. Да, все эти факты, которые я рассказываю, я брал вот из этой книги. Естественно, рассказываю те моменты, которые мне самому кажутся интересными. Ну, любой заинтересованный человек достаточно легко ее найдет и сможет почитать самостоятельно, более подробно. Вот, что у нас последовало далее? Далее у нас последовал выпуск 97 года, еще более переработанная банкнота. Ну, тоже интересные моменты из книги. Допустим, вот критиковался 93 год тем, что вот эта вот линия не доведена до конца и обрывается на портретах. Вот в 97 году переработали, дотянули до конца банкноты, до правого края. Что получилось с оборотной стороной?
97 года. Она была тоже полностью переработана. Здесь наконец-то Европа, южная часть, ну и вообще вся Европа приобрела правильные плюс-минус очертания. Но возник вопрос с тем, что, друзья, а что это у нас такой яркий и радостный сюжет? Откуда-то появились, несмотря на то, что полет в итоге закончился, как я уже сказал, трагически. И вот первое изображение, оно и передает такой, знаете, трагизм, бушующее море, темное небо над самолетом и так далее, и так далее. А здесь вот у нас в 97-м выпуске 97-го года какие-то радостные яркие лучи солнца расходящегося. И, ну, собственно, что диссонирует с тем, что на самом деле произошло. Пытались исправить, как известно, чуть-чуть эту ситуацию. Вот сделали море, как бы сейчас, вот, чтобы было видно, бушующим, но реализовали это в виде таких, вот так вот, в виде таких, знаете, точек, таких наплывов, в виде точек, не штрихами, да, изображены волны, а точками, похожи на какие-то кляксы, вот такая вот вещь. Естественно, лучи полностью закрыть не получилось. Ну вот такая неоднозначный дизайн остался в итоге на 97-м годе. Из интересного можно отметить изображение самолета, что здесь впервые появилось на борту его надпись, имя собственное и бортовой номер воздушного судна. Художник впервые изобразил. Ну и более-менее в итоге все ошибки были исправлены в выпусках 2001-2007 года. Это у нас уже швейцарцы печатали, да, скажу. Первые два выпуска это USBC, United States Banknote Corporation. А третий выпуск это Delaru, англичане. Четвертый выпуск это швейцарцы. А на швейцарском выпуске уже основные ошибки были исправлены. Изображение больше и карты, и волн, и самолета, и летчиков. Про летчиков сейчас еще остановлюсь более подробно. Уже соответствовало первоначальной задумке, и, ну, собственно, общее количество защитных элементов выросло, и так далее, и так далее. Да, последний принтер это Orel Fuselli Security Printing, Швейцария. Незначительно банкноты отличаются, но тем не менее отличаются, да, друг от друга. В первую очередь защитными признаками, по оборотной стороне, по дизайну не сильно. Вот такая вот история. Что еще можно? Да, по лицевой стороне покажу вот этот интересные моменты, касаемые изображения на просвет литуаники, и вот очень сильно развитая авиационная тема, профиль самолета по верхней и нижней границе многочисленные, то есть такие защитные элементы на авиационную тему. Очень интересно. Вот. Что еще можно отметить? То, что так как это были разные принтеры, соответственно, каждый из них гравировал изображение портретов самостоятельно, то есть это 3 отдельные гравюры, несмотря на то, что они очень похожи. Первый, понятно, выпуск там у нас нет металлографской печати, а вот эти 3 выпуска это 3 разных гравюры, но ни одна из них в полной мере заказчика Банк Литвы не устраивала. Все подвергались критике, начиная с того, что не сильно похожи, что как-то, в общем, портреты не очень нравились. Из интересных моментов можно отметить геральдические моменты, которые появились в последнем выпуске, в швейцарском, на фуражке. На фуражке Степануса Дариуса у нас есть кокарда с изображением названия, уже четко, которое можно прочитать, название аэропорта
Аэропорт Пэлвоки — это название, образованное от названий населенных пунктов Пэлэтайн и Милуоки. Аэропорт находился в штате Иллинойс, недалеко от Чикаго. Он до сих пор существует под другим названием. Ну и, насколько я знаю, именно там они и купили в итоге вот Биланку свою, которая стала Литуаникой впоследствии. Вот такие вот интересные моменты. Вот этот момент, когда название аэропорта появилось на банкноте, вызвал интерес со стороны американских собирателей. Вот такие моменты цепляют коллекционеров, собирателей, любителей истории. Итак, как вот и обещал, давайте посмотрим, как это выглядит в ультрафиолете. На самом деле, да, действительно, ничего экстраординарного. Ну, понятно, что номинал не очень высокий, степени защиты не так тщательно прорабатывались, но тем не менее на каждой банкноте есть что-то, светящееся в ультрафиолете. Также хотел показать несколько фотографий своих из Музея денег Банка Литвы в Вильнюсе, как вот наш номинал 10 литов выглядит в общей линейке банкнот современной Литвы. Современным банкнотам в банке посвящены два стенда лицевые, соответственно, с лицевой стороны, с оборотной можно посмотреть банкноты первого выпуска и отдельно первых выпусков и отдельно последних выпусков. Не знаю, фотографии достаточно старые, возможно, сейчас экспозиция каким-то образом изменилась, но вот на момент моего посещения это выглядело примерно вот так. Кроме того, отмечу, что нашему номиналу 10-литовой банкноте посвящен отдельный стенд с некоторыми дополнительными артефактами, посвященными перелету, в том числе одной из первых монет памятных современной Литвы 1993 года, посвященной 60-летию перелета. И в завершении хотел бы показать некоторые дополнительные материал, что мне самому очень нравится. Мне кажется, может неплохо смотреться в альбоме. В данном случае это марки, посвященные тому же выпуску. Это межвоенный период. Да, у Литвы есть и марки современные, посвященные перелету. Мне кажется, это и не сложно, и более красиво положить в альбом, если интересно, марки межвоенного периода. Это выпуск 1934 года, посвященный тому же самому перелету. Те же самые портреты, как видно, тот же самый сюжет вот перелета Литуаника над бушующими волнами Атлантики. Америка, Нью-Йорк, Европа, Каунас, Литуаника, вот, пароходики, идущие в Америку. Вот. Ну и, соответственно, вот еще марки, посвященные дополнительно. Такой траурный выпуск марки, посвященный катастрофе Литуаника над земным шаром, Литуаника на фоне герба Литвы. Вот. Чем можно закончить сегодняшний рассказ? Такой номинал вот банкноты, такая позиция. Литва уже достаточно давно перешла на евро в 2015 году. Соответственно, позиция закрыта, новых банкнот не будет. Можно раскладывать в альбоме, закрывать эту тему, дополняя ее какими-то интересными артефактами для себя. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо. Увидимся. The course is a great circle course composite from New York to London, and there without stopping, we're going direct to Kaunas, Lithuania, where we expect to land in about 39 and a half hours of cruising.